мои соображения, которые, так сказать, вот я бы хотел обсудить. Значит, первое соображение – это вот Шафтим, 16 глава, 18-20 пасуки. Ну, там вот говорится о вот этих справедливости, к справедливости стремись. Это мне так понравилось вообще-то, вот прям Да. цитата прямо. И вот вы там затронули одну вещь, это вот вчера я уже после того, как я послушал, я вписал о недостаточности информации или некорректности информации, да. Вы знаете, это сейчас стало очень серьезной проблемой, так сказать, вот интернет, когда вот фейки распространяются и так далее, а ведь на основе этой некорректной информации могут решения приниматься, понимаете, соответственно, некорректные. Понимаете, да, это вот это серьезной проблемой стало, и вот ваше это замечание мне очень было созвучно, потому что я сейчас так частично над этим работаю. А теперь вот еще одна вещь, вот, которую я как раз давно еще это читал. Вот смотрите, вот эта вот идея запроса на справедливость, ведь до сих пор же ничего такого не было, понимаете? И вдруг вот такой резкий вот подъем вот этого, ну, направления, что ли. И вот я это для себя вот размышлял так, вот что произошло. Произошла простая вещь, так сказать. 40 лет народ был в пустыне, вел, если угодно, такую, ну, мы как-то об этом говорили, я не хочу этого слова особо употреблять, партизанскую жизнь, да, что называется, такую кочевую жизнь. И вот смотрите, выстраивается государство, и во главу угла ставится, вот это для меня было очень, так сказать, вот, впечатляюще, что во главу угла начинает ставиться справедливость. И по всей этой главе это рассыпано в разных формах, как это должно быть. Понимаете, да? То есть во главу угла, и я, ну, не настолько хорошо я историю древнего мира знаю, но вот, понимаете, 3,5-4 тысячи лет назад впервые вот именно в таком широком контексте идет запрос на справедливость, и это вот предписывается, вот это вообще потрясающе просто. То есть я всегда вот этой головой, то есть то, что я сейчас произнес, это не вчерашнего размышления, это я давно уже вот читал и вот совершенно вот восхищался и поражался, вот, как это здорово сделано. Вот, дальше, значит, опять же, вот эту 21-й пасук. «Не ставь столба около жертвенника, и дерево не сажай, и каменные колонны не воздвигай». Это меня тоже совершенно, вот знаете, я вот размышлял, вот почему такая вещь, да, ведь, а потом понял, понимаете, вот представим себе жертвенник, рядом с которым стоит колонна или какое-то красивое дерево растет, понимаете? Это же отвлекает внимание, начинает, ох, смотрите, какое там крона. Нет, не это должно быть в голове. Ты пришел по другим поводам. И смотрите, это тоже, так сказать, Тора об этом говорит и пишет открытым текстом, понимаете? Вот это же здорово, понимаете, что вот предусматриваются даже, казалось бы, такие вот, ну, мелочи, что ли. Я не могу сказать, что это мелочи, но вот какие-то боковые, что ли, вещи, понимаете. Но это же здорово. Вот. Потом для меня вот это очень важный тоже момент. Опять же, вот это вот все вот тоже, это все вот вокруг справедливости. Это пасук вот 17 там 2,7 это когда, если кто-то оскорбляет Всевышнего, там, значит, нужны два свидетеля, вот это очень важно, да, и не меньше двух свидетелей. И вот обратите внимание, там есть такая фраза, что эти свидетели первые бросают камни, побивание камней. Понимаете, вот это тоже же ведь великая вещь. Вот я тоже вот когда-то размышлял над этим. Смотрите, не просто, так сказать, вот пришли два свидетеля, сказали, что кто-то оскорбил Всевышнего, какие-то гадости сказал, и отошли в сторону. Нет, будь любезен, тогда вот первые камни ты брось. Понимаете, это вот это та самая ответственность и та самая справедливость великая, понимаете?
Вот я не знаю, это для меня, вот все вот то, что я вот эти вещи читаю, обращаю на них внимание, они оказывают на меня колоссальное, так сказать, воздействие, потому что здесь какая-то вот ну, это мудрость, так сказать, ну, самого высокого уровня, который только можно себе представить, понимаете, вот все вот, как бы сказать, со всех ракурсов проблема, так сказать, решена, понимаете. Вот. Вот. Дальше вот это моя тоже вот эта вещь, это по сути с 8 по 13, когда вот Это трудно... какая глава? Это глава 17. Угу. Когда трудно принять решение, ну, когда есть сомнительные там свидетельства или Да. еще что-то, вот пойди к левитам, пусть они это все посмотрят, обсудят, там, примут решение, а дальше надо это исполнять. И вот здесь тоже, смотрите, если уклониться от решения вот вынесенного, то прямо предписано казнить. То есть это что означает? Это, опять же, понимаете, всякая нечестность, неискренность, вот нерадивость, понимаете, искоренить. И это опять, вот, понимаете, во главу чего становится. Вот это новое государство, новая страна строится, да, новый уклад и так далее. И это все, вот это что такое? Вот как я рассматриваю эту главу Тора, но и предыдущую тоже, это фундамент построения этого здания, понимаете? То есть это не боковая пристройка, не боковой камешек, не шпиль какой-то, так сказать, а это именно фундамент. И это вот написано тоже открытым текстом, понимаете? Я, честно говоря, вот все эти главы каким-то это самое, с таким удовольствием читал вообще. Вот опять же, так сказать, вот теперь по сути 14-17, потом 18-19, вот какой царь должен быть, да. Потом, смотрите, вот это предписание читать ему свиток Торы, переписанные левитами, да, и читать всю жизнь. Вот опять же, смотрите, да, даже если избрали царя откуда-то, да, яркий человек, там умный, все. Первое предписание – веди себя скромно. Никаких там коней, никаких наложниц там в немеренных количествах. Причем интересно, что в комментариях к Торе Клау говорится это самое, что это ну, в каком-то смысле прямая такая отсылка к Соломону, который там имел, бог знает, сколько наложниц, бог знает, сколько лошадей и так далее. Что это может быть оттуда. Не знаю, может быть и нет. Я думаю, что это Соломон, это уже более поздние времена. Хотя, опять же, ну, я здесь не буду, так сказать, это самое с авторитетами тут, как бы сказать, сомнению подвергать, но для меня это, понимаете, вот это именно первые, так сказать, эти, по сути, 14-17, не чужеземец, да, то есть, потому что чужеземец притащить иностранца может все кувырком пойти, там, ну, не должен, так сказать, обратно возвращать людей в Египет, абсолютно понятно, хотя понимаете, да, вот почему я еще говорю, что это может быть не о Соломоне речь, а во времена Соломона кто задумывался о том, чтобы вернуться обратно в Египет, правда? Вот. А здесь дальше не, ну, вот, не заводить множество коней и жен, это фактически, так сказать, ну, некоторая скромная, так сказать, жизнь. И дальше вот это предписание левиты должны, ну, в смысле, левитский список именно, не какой-нибудь, а левитский список Торы, он должен его читать и читать всю жизнь. Вот. И здесь у меня тогда возникает вопрос, я когда это читаю, я задался вопросом, вот предписание Торы царю читать всю жизнь, а мы? Многие из нас читают это всю жизнь, так сказать. Думаю, что нет. Дальше вот эти самые пасуки, глава 18, 1.8, это вот колено Левия, что им полагается равные доли и так далее. Вот посмотрите, это тоже же ведь, смотрите, какая-то 8, вот этот пасук, не выделять кого-то, там даже открытым текстом написано по этим самым
ну, по наследству или там, я сейчас точно не вспомню с собой этого списка, который нет с собой. Вот там открытым текстом написано не по капиталам, не по наследству, а вот все равны. А ведь это, смотрите, что здесь вот подчеркивается. Ведь можно было бы себе представить, что есть какой-нибудь там левит, который разбогател, неважно по какой причине, сама. Вот и все начали вдруг, вот понимаете, этот ручей пошел, так сказать, в одну сторону, понимаете, остальные остались в стороне, да? Вот нет, нельзя. И это открытым текстом тоже декларируется. Никаких, так сказать, соображений или что-то. Открытым текстом декларируется нельзя. Вот. Дальше это самое. Ну, вот этих самых, как это, 9, 12, 13. Ну, вот 9, 12 это не подражая обычаям, ранее бывшим в этой земле. Это тоже смотреть открытым текстом. Ведь можно было бы себе представить такую вещь. Пришел народ в землю, да, устаканился, что называется, осел, да, а потом какая-то группа людей, там кому-то понравилось, какой-то обычай был у этих, так сказать, людей, давайте попробуем, понимаете, а у другой какой-то другой обычай понравился. И вот вам раскол, даже не раскол, а, как бы сказать, разночтение, разнотолкование начинается и так далее. Нет, нельзя, и прямо тоже открытым текстом написано. Нельзя, забудьте. Вы государство, вы страна. Вот. Потом, значит, вот, будь искренен с Господом Богом твоим, это тоже так, очень проняло меня. Вот открытый текст, понимаете? Не, нельзя быть двуличным, так сказать, уже во всяком случае, да? Так. Вот потом этот замечательный пример с топором и 3 города для непредумышленных убийств. Да? Вот это с топором, это потрясающий вообще пример, так сказать. Это вот соскочило топорище, так сказать, ну, убил кого-то, да? Ну вот, понимаете, да? Вот, и это сразу иллюстрировано. Вот. Ну, потом, значит, идут вот эти, это 19-й уже, это самая глава, про лжесвидетельствование, сдвигая межи, там, ну и так далее, и так далее. И вот 20 глава, когда идет сражение, там выступает священник, да, и вот эти 5-9 пасуки, смотрите, о возможности солдатам уйти. Вот помните, он пишет, когда посадил, так сказать, но не собрал, когда там женился, но не успел, так сказать, пожить. Вы понимаете, вот смотрите, вот есть действительно это Тори Плаута, тоже, так сказать, есть этот, как бы разделяют вот, война для защиты, так сказать, страны и война другого типа, да, вот. И вот это четко, так сказать, вот смотрите, ведь это же вот то, что там перечислено, это, образно говоря, мотивация дезертирства на самом деле. А как же так? Я вот женился, а с женой даже не пожил, так сказать, сейчас меня на войну забрали. Понимаете? А уйду-ка я, так сказать, и все. Сразу, вот, понимаете, сказано, если есть такие случаи, отпустите ребят домой, так сказать, понимаете? Вот. Ну, дальше, так сказать, эти самые по поводу того, как, когда сдается город, когда это самое не сдается. Там есть очень хороший комментарий, так сказать, вот, по 21 главе, вот когда найден убитый, непонятно, кто его убил и что, вот, понимаете, это тоже, вот, как бы сказать, это ценность человеческой жизни, да, старейшины ближайшего города должны выйти, принести там жертву, там, вот эта коллективная ответственность за вот это самое происшествие, да, скажем. Вот.
Ну вот, собственно, вот это мои соображения. Вот, я не знаю, я говорю, вот весь этот блок глав, ну, я вообще, так сказать, все время там под впечатлением, когда читаю, так сказать, но это вот какой-то вот выстраивается новый порядок, новая страна, новые, так сказать, условия, и вот все это расписано, прописано, так сказать, и как-то очень-очень базовые ценности, только можно только радоваться, что эти базовые ценности были нам даны 3,5-4 тысячи лет назад. Спасибо. Хорошо. Мне трудно будет отвечать, потому что очень много, но глава такая. Да. Но начнем немножечко с самого начала. С первого цедек кердов к справедливости или к праведности или к правде. Это перевод слова цедек, ты прав, а та цадок, цодек, это имеется в виду ты прав, просто ты прав, поэтому тут такой сложный набор образов внутри этого слова цедек. И почему в конце, почему сейчас? Мы можем себе представить, как изменится жизнь, вот как вы сказали, партизанского народа, кочевого народа, как она изменится сейчас, пока мы идем все вместе группой. Нас и так очень много. И помните, еще в главе Итро говорит, выбери себе тысяченачальников, стоначальников, десятиначальников, и пусть они решают по мелким вопросам, а только по крупным приходят к тебе. И также вообще о судах, например, говорится о том, что суд в руках Бога и по мелким каким-то понятным делам, оно здесь в главе есть, а если непонятное дело, вот это важно, как решать. И как изменится жизнь. Мы сейчас вместе, мы сейчас кочуем, и все равно распределены обязанности. Вот что-то решают стоначальники, что-то тысяченачальники, что-то приносят Моше, и что-то принадлежит решению Господа, решению Бога. Он выносит какое-то еще решение. Это то, что даже Моше не может решить. То есть вот такая иерархия существует, но она сейчас в очень близком, сплоченном коллективе. То есть я могу услышать, что случилось, я могу услышать, как вынесен приговор, и доложить следующему по званию. Это очень плотно стоящий друг другу народ. Что будет, когда мы разойдемся по земле? Когда мы разойдемся по земле, очень долго от колена Дана до колена Шимона там, или до колена Иуды донести историю о том, что когда-то где-то там был суд, и вот вынесли такое решение, и вдруг в колене Иуды кто-то понимает, да нет, надо было не такое решение, а другое, там человек более знающий. То есть мы чуть-чуточку разъединены. Поэтому нам с самого начала в главе говорится, вот придете, займете территорию и поставьте суды. И поставьте суды. Вот те самые суды, это уже не просто там стоначальник, тысяченачальник, а суд, состоящий, мы с вами знаем, что суды были от 3 минимальный, 10 это расширенный малый бейдин, еще расширенный настоящий малый бейдин 23 человека и большой Сангедрин 71 человек. Вот это группы людей, которые могли выносить решения. И вот такие уже, ну, скажем, это не профессиональный суд, это суд людей, которым доверяют и которые обладают возможностями, то есть знаниями, соответственно, знаниями закона в том числе. Чуть дальше это все в случае царя это как раз подтверждается. То есть он должен читать и знать не только он один,
но остальные судьи тоже должны были читать и знать. Поэтому вот такое трепетное отношение цедек, цедек тердов, потому что я уже, может быть, и не приду к тебе, чтобы поправить тебя, как это было раньше, когда мы вместе ходили по пустыне. Я уже могу не услышать, потому что просто не дошла или поздно пришла новость о таких-то событиях, судебном прецедентах, судебных прецедентов, которые произошли там-то и там-то. Поэтому важность становления суда, важность подбора судей, важность того, что да, на месте кто-то мог выносить решения, которые не противоречат еврейскому закону. Вот цедек, цедек тердов везде, где ты будешь жить. Не только в Иерусалим надо приходить. Да, Здесь да. написано, да, здесь написано, кстати, вот чуть позже то, что вы говорили, там написано, приди к Когену, а Когены потом будут, когда войдем в землю, они будут только через некоторое время, конечно, они будут в Иерусалиме. Через 300 лет они будут в Иерусалиме, Когены. Поэтому Коген, который не участвует в служении, может быть, он не так часто открывает Тору, но спрашивает туда, левита можно и судью. То есть вот есть люди, у которых доступ к Торе, у которых доступ к Торе. И к нему надо было приходить. И вот у тебя на месте должен быть такой суд, чтобы там процветала праведность, о которой я тебе сейчас говорю. Это очень важное решение в связи с изменением того, что произойдет. Сейчас еще все друг другу могут помогать, когда Да. мы в группе кочуем вместе, а тогда уже каждый за себя, то есть Каждый, да. Каждый в да, своем гнездышке, как говорится. каждый Да. суд должен быть ответственен за то, чтобы в нем-то как раз была справедливость. Это уже трудно, когда большая группа, например, в Конечно. Санхедрин И не находишься. люди не на виду, как говорится. Да. Вот. Да. И опять-таки, тут вы затронули очень трудную тему, потому что можно было бы подумать, по крайней мере, это ваша интерпретация, можно было подумать, никакого столба не ставь, никакого дерева, в том смысле, что они будут отвлекать. И поэтому отсюда мы можем, так сказать, расширенный вывод сделать. Чем больше мы эстетически украшаем богослужение, тем больше мы отвлекаем от собственно того, что там происходит. Это может быть такая точка зрения, другая точка зрения может быть. Ага. Очень. Столб – это Ашера, это всегда Ашера, это богиня плодородия. То есть, что может здесь предотвращать этот закон, который говорит Моше? Не сади себе никаких священных деревьев. В том-то и дело, не просто там фруктовых деревьев, которые красивые, цветут, например, весной, а священных деревьев. То есть были деревья-долгожители, под которыми совершались языческие богослужения. И имеется в виду именно эти деревья никакие не сажай. Потому что люди, вы говорили об обычаях той страны, обычаи. Помните, мы с вами говорили, посеешь привычку, пожнешь, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. До такого доходит. То есть судьба решается сначала вот той привычкой. Поэтому не бери, не перенимай обычаев той страны. Это, так сказать, ограда вокруг Торы. Да, да, Потому что безусловно. примешь обычаи, примешь ритуал, примешь Бога изменил своему. Вот чтобы этого в конце не было, хас халиля, пожалуйста, начни с того, чтобы не перенимать даже обычаев. Поэтому что страшного? Ну, вот растет дерево, или, предположим, жертвенник поставили возле дерева. Ну ладно, это не для этой беседы, потому что нас разные люди слушают, но у нас есть свои запреты, которые мы, если вдруг похоже, что только похоже,
что ты поклоняешься какой-то другой религии, то искорени этот поступок или эту привычку. Не должно быть похоже совсем. Поэтому, если даже поставили, и человек подходит и приносит жертвоприношение или поклонился, а все в сомнении, все глядящие на него в сомнении, а он сейчас кому поклонился? Он поклонился вот этому священному ритуалу, который мы сжигаем, тук жертвы для Всевышнего, или он дереву поклонился, чтобы не было похоже что на дерево, или столб стоит, ашера стоит. Ну что вроде как ашера, мы же своим делом занимаемся, а тут просто красивенький столб. Резьба-то была красивая, раскраска, резьба была Конечно, красивая. конечно. Не эстетика здесь важна, а важно, что стоит и то, что ты делаешь, в какую сторону ты кланяешься и что ты делаешь. Вот Ну, что важно, чтобы даже похоже не было, что ты поклоняешься Ашере. Но я, Сейчас я... но я вот здесь, Да, Серега, хочу сказать, что вот я даже это более жестко в каком-то смысле смотрю, в том, что даже эстетическое отвлечение недопустимо, так сказать. Вот в том смысле, что, ах, какое красивое дерево, и кто-то вместо того, чтобы вот молитву сотворять, начнет вот любоваться деревом, понимаете, или там тем более резным столбом и так далее. Даже представим себе, что они не думают об этих, так сказать, чужих богах и так далее, понимаете? Даже вот это вот, мне кажется, что это вот очень четкое вот указание на то, что, ну, условно говоря, быть сконцентрирован, так сказать, вот, понимаете? я почему сказал, что это тяжелая, непростая тема, потому что, предположим, если мы с вами додумаем эту мысль до конца, до сегодняшнего дня, мы из синагоги должны убрать все орнаменты, любую форму орнамента, потому что она может отвлекать, все витражи, А они же простые. все красивые меили. На Торе у нас меиль, одежда красиво вышита, там левики, значит, какие-то там листочки, гранатики. Это все красиво. Нет, это не отвлекает, это помогает, А потому что эстетика, как изобразительное искусство, она может порождать чувства, как и это музыка. правильно, но смотрите, у нас же ведь вот вся эта красота, так сказать, она же в очень ограниченных, так сказать, формах, правда? Вот это вот, понимаете, если первый раз человек пришел, там, посмотрел, там, все, то второй раз он уже, как бы сказать, он отдается уже молитве, понимаете, это уже ему родное. А вот если мы, условно говоря, повесили бы туда, вот это я тоже именно так воспринимаю, повесили бы туда там 150 картин там, с разными там изображениями чего-то, ну вот тут, понимаете, это даже при всем моем отношении, так сказать, если новая картина появляется, я могу во время прям богослужения отвлечься и посмотреть, а что там происходит, понимаете, вот это вот не должно этого быть, и это четко, так сказать, вот это, вот, мне кажется, это в Хорошо. законе прописывает. Я думаю, что наши обе точки зрения имеют право на жизнь, и мы обе их, да, мы обе их оставим. Так что я еще немножечко в защиту своей гипотезы скажу, что, например, два жертвоприношения. Одно жертвоприношение Ноха, он высадился из этого а, Ковчег. корабля, Мгм. ковчега корабля. Он высадился. Первое, что он делает, он берет животное, зарезает, делает жертвенник и приносит жертву, благодарственную жертву. Ничего в описании этой жертвы, он просто ее приносит. Дальше проходит какое-то время, появляется Авраам. Приходит Авраам куда? Он приходит на землю Кнаан. Мгм. И он является ему, значит, Всевышний, разговаривает с ним, и он на следующий день строит жертвенник и делает на нем жертвоприношение и взывает к имени Бога. И я студентов своих часто спрашиваю, почему Нох не взывает, Авраам взывает? В чем разница жертвоприношений? В том, что при Нохе нет
других народов, а значит, нет других религий, а значит, нет других богов. Он единственному Богу приносит жертвоприношение. Во времена Авраама он приходит в страну язычников, десятки богов вокруг, поэтому он вынужден взывать. Не потому, что может Бог ошибиться, и кто-то другой может перехватить эту жертву. Нет, он декларирует всем вокруг, какому Да. именно Богу, да, чтобы не было путаницы. И вот я тогда, когда думаю, не ставь никакого столба, я думаю, чтобы не было путаницы. Жертвенник Богу, столб нет. Жертвенник Богу, дерево нет. Поэтому нельзя вместе. Это любимое еврейское слово. Мавдель. Разделяй. Разделяй. Хорошо, ну мы так потихонечку добираемся. Да, и вот то, что мы говорили, приди к Коэнам, левитам, к судье. Да, поступи по слову. И дальше, дальше, помните, вы говорили, значит, о том, что вот пусть свидетель первый бросит камень. Это исполнение приговора. Это активное действие, не просто свидетельствовать, а следование закону. Закон говорит, если человек сделал так, то он должен быть побит камнями. Вот весь закон. Отсюда до сюда это закон. Человек является средним звеном, там он свидетель. Но уж если ты свидетель, то ты должен принять участие во всем законе. Поэтому если ты знаешь закон, любишь закон, то не то, чтобы быть добр, нет, не будь добр, а ты внутри этого закона, поэтому ты первый исполнитель, потому что именно демонстрация приверженности закону. И дальше объяснение. Если человек, да, если человек, сейчас это чуть дальше будет, да, тебе скажут, как поступать, вот эти Коэн, левит или судья сказал тебе, как поступать. А если человек, который поступит злонамеренно, не слушаясь Коэна, который стоит, чтобы служить там Богу Всесильному твоему, или судьи, умереть должен человек только. И скорее зло из Израиля. Что за зло, извини? Вот закон. Если так, то так. И человек не слушается этого закона. Два случая у нас. Один невиновен, и он участник закона, а другой виновен, то есть ему, так сказать, предписание, там, штраф заплатить или еще что-то там сделать, а он виновен, у него негатив, и он тоже должен следовать. То есть самое главное здесь, ключевое слово – закон. Это нет важнее слова в иудаизме, чем закон. Закон. Да. Тора – это и есть закон. Это и есть закон. Да. Поэтому, как бы ты, если ты положительно, то есть ты просто свидетель, не уклоняйся от закона, ты участник исполнения в том числе. Если ты подлежишь этому закону, не уклоняйся от закона. Уважение к закону, признание закона, приверженность закона. Вот что такое принять Тору. Вот что такое принять Тору. Поэтому независимо от того, с какой стороны ты стоишь, с оправдательной стороны или наоборот, с провинившейся стороны, ты должен внутри этого закона действовать и делать то, что закон предписывает. Уважение, большое уважение. Вот слово приверженность мне даже больше нравится. Приверженность закону. Вот. Мне очень трудно вспоминать. Я не взял ручку, не записывал. Мне нужно если вспоминать, хотите, я могу напомнить. Да. Это про обычаи мы тоже упомянули немножечко, потому что обычаи здесь, да, и мы с вами поговорили о том, что обычай – начало предательства. Обычай – начало предательства. Обычай, после обычая ритуал, после ритуала Бог чужой, а это уже предательство своего. Да. Поэтому волхва, кудесника, у меня очень тяжелое к этому отношение, я имею в виду вообще к колдовству,
вот, мистификации, манипуляции предметами. Вы знаете, как я к этому отношусь. Но тут нужно просто терпение и размышление. Я имею в виду вместе с нашими и студентами, и прихожанами нужно все время разбирать, где мы хотим, так сказать, чудо переместив предметы, а где мы хотим помолиться. Вот там, где помолиться, там иудаизм. Там, где манипуляция предметами, там не надо. Туда не ходи. Не надо, конечно. Вот. Вот я, Да, да. например, там говорил о вот этих мотивах дезертирства, вот, которые сняты, так сказать, вот этим. Да. Там в конце ключевое слово. Там в конце ключевое слово. Сейчас, 2 секундочки, я найду этот. 20 глава, Пасуки 5.9. 20, 5:9. Да. Кто построил дом и не обновил, пусть, чтобы другой не владел. Тот, кто насадил виноградник, и то пусть возвратится домой. Тот, кто обручился с женщиной, пусть возвратится домой. И пусть еще обратятся надсмотрщики народу. Это ведь суммирование. Помните, мы когда-то говорили о том, что математика. Здесь дается один пример слабого сердца. Сердце тревожится о том, что он оставил. Виноградник, дом ли, невеста ли. Он думает там, его сердце там находится. И поэтому он об этом разговаривает, ну, как в кино у нас показывают, там, военные фильмы. А вот что ты будешь делать, когда там мы вернемся? Он отвлекает людей, он говорит о том, что вот остался виноград, как он переживает об этом. И те люди, которые готовятся к войне, как у нас там у Лермонтова, штык точит, вот, то он ему мешает своими отвлеченными мыслями. И вот дальше суммирование. Тот, кто боязлив и робок сердцем, пусть идет и возвратится домой, чтобы не сделать робким сердца братьев. То есть вот ключевое слово. Как ты, имея вот такую мотивацию, не то что даже мотивацию, такое отвлечение от реальных событий, которые тебе предстоят делать, ты должен сейчас пойти защищать. Ты должен сейчас бороться. И ты отвлекаешь людей. У тебя сердце слабое. Вот нет в нем мужества, нет в нем, так сказать, смелости, решительности. Вот слово мужество это правильно, потому что там адреналин работает, там насмерть люди идут. И в этот момент все остальные мысли – это побочные мысли. И вот суммирование, а если даже просто у тебя без всякого, это ведь подстрочники читается, если даже без всякой причины у тебя просто слабое сердце, такое робкое сердце, тогда не ходи, чтобы другим не мешать. Вот когда бывает сердце робким, то есть нерешительным, вот когда бывает сердце нерешительным, вот когда, а если у тебя без всякой причины, то тоже не ходи, тоже. 4, последний, это ровня всем 3 предыдущим. Просто это суммирование. Вот, да, и я Да, вот конечно. представил себе, так сказать, что не просто, так сказать, даже людей сбивать, а кто-то может дрогнуть вот в тот момент, когда надо быть совершенно вот твердым, да? И вот тут вот, понимаете, если один начнет в этот момент уходить с поля боя, понимаете, это может ужасное впечатление на всех остальных произвести. Поэтому вот это 100%, вот, смотрите, насколько 100%. мудрые слова, уйди раньше. Да, именно так. Именно так. Мы с вами знаем этот пример, когда говорится о том, что человек, когда мы стояли возле Ям-Суф, сзади, значит, египтяне идут, и Моше обращается к Всевышнему, и тот говорит, что ты вопиешь ко мне, что ты кричишь ко мне? Скажи израильтянам, пусть идут. Да. Все. И вот там первый человек сделал, как только он встал в воду, вот тогда началось расступление. То есть первый человек, наш комментарий об этом говорит, потому что мы знаем, то, о чем вы говорите, наши мудрецы очень хорошо знают на личном примере. Как только первый человек делает шаг, в этом направлении начинается движение всех остальных.
и море расступилось, и все пошли за этим первым человеком. Это комментарий, этого в тексте нет. Но здесь тоже пока этого нет. Но это правда так, как вы сказали. Идет войско, вдруг один повернулся, ну есть у человека стадное чувство. Есть у человека. Может быть, он что-то увидел такого, что я не увидел. На всякий случай я за ним пойду. Один может спровоцировать бегство Да, войск. да, Как да. один может спровоцировать нападение, точно так же один может спровоцировать. Да, это совершенно правильно. Это совершенно правда. Но самое главное, не ослабь сердце брата своего, не ослабь сердце другого человека. Вот у тебя есть слабая точка, поэтому лучше не, Лучше отойди в сторону, да, да. не рискуй, отойди с самого начала. Да. Именно так, именно так. Так, и что там еще? Ну, и последнее, это вот эти самые, когда вот этот убитый найден, вот, и Да, да, да. нет убийцы, вот как вот это коллективная, опять же, ответственность, когда все старейшины должны выйти. И это вот распределение этой ответственности и понимание вот этого, как бы сказать, Помните, не очень хочу употреблять это слово, гарантии какие-то, да, вот, понимаете, что мы как бы вот берем на себя эту вот ответственность, что здесь не наша вина, что ли, вот, понимаете, вот что-то в этом роде. Или мы понимаем, ну, и примем меры, но главное все вместе, не один человек, не два человека, а все старейшины города. То да, есть, а что такое да, старейшина? Это же главы семей, на самом деле. да, да. Это представители народа. Это представители народа. А они весь народ представляют, да. Да. Но мне кажется, здесь ключевое слово немножко другое, потому что в другом контексте, в другом месте будет написано, если человек, значит, там что-то было дано вечно хранение, и если не был, и пропала эта вещь, но не был пойман вор, то человек должен пойти, хозяин, которому дали на хранение эту вещь, он должен пойти и предстать перед Богом. В данном случае это перед судом. Перед Богом в данном случае никто ничего не может доказать. И поэтому он должен поклясться. И вот эта клятва, он сам себя подставляет. Если он поклялся, и это неправда, то он должен бояться Бога, он должен бояться вот за эту клятву. Не за то, что он украл, предположим, ему грозит вернуть и добавить 20%, Что-то пятую часть. добавить. Да, то есть добавить. А вот если он поклялся, что он этого не делал, то он воспользовался именем Бога, потому что раньше клялись именно так. А второе, он с ним наедине сейчас находится, и он дает лжеклятву, которая является нарушением заповеди лжеклятва, то в этот момент он впадает в очень большую опасность. И Один поэтому, из если самых он больших грехов, да. Бедиюк, именно так. И поэтому то, что старейшины должны, значит, должны произнести слова, они себя, по идее, ну, то есть если они знают, ну, предположим, что они скрывают, что этот человек убит вот рядом с нами, они знают об этом, вот, то они же навлекают на себя, на весь народ, на весь Весь народ, город, они да. навлекают, в общем, кару, большую кару. Поэтому они кричат, и скажут они, возгласят и скажут, руки наши не проливали кровь, они клянутся. Они клянутся. Глаза наши не видели. Искупи народ свой Израиль, который избавил ты Бог, не допусти, что пролилась кровь невинного среди твоей и так далее. То есть это клятва молитва. Они Да. клянутся, что они не знают и не видели, и этим они подставляют себя под гнев, если это неправда. А если это правда, тогда все должны поверить. Все должны поверить, потому что так подставить себя может только очень глупый человек. Да. Поэтому, если они так сказали, им должны доверять, и после этого все расходятся и говорят, да, на них вины нет. Вот этот город, несмотря на то, что близко,
на них вины нет. То есть это воспринимается как аргумент. Сейчас ничего подобного, конечно, не может существовать. Сейчас нужны там доказательства, свидетельства. Но тогда, в то времена и с тем отношением ко Всевышнему, конечно, дать такую клятву было невозможно, если ты не... Все боялись Бога. Раньше другие были люди, другое поколение, по-другому относились. Ладно, большое спасибо вам Вам за спасибо вопросы, за огромное. темы подняты. Удовольствие.